занимаюсь дополнительным образованием детей уже 20 лет. Все началось с умной крохи, с дошкольного центра. Команда, выпуская малышей 6-7 лет в школу, встречая их потом в каникулы, понимала, что это уже не те дети, которые уже потеряли мотивацию к учебе. Коллектив сам созрел для того, чтобы идти дальше и делать начальную школу. Набралось 15 выпускников, 6-леток, которые уже умеют читать, умеют считать, но еще психологически, вероятно, не готовы к системе. Давайте, пожалуйста. Второстепенное, но важное дело, поэтому они у вас посередине. Молодцы. Потому что добро побеждает Поссорились, чашка и блюдце. Сейчас они разобьются. Скоро в кухне на полке будут лежать осколки. Нам было важно вот этот рубеж между садом и школой перейти таким образом, чтобы не потерять близкий контакт с ребенком, продлить на несколько лет детство ребенку и вот эту вот историю домашней атмосферы, недисциплинарной, свободной вот этой вот среды, которая даст возможность, внутренней мотивации учебы расти, а не под монштрой ходить, вот это вот тоже оставить. Поэтому хотелось школы замечательной, мы эту школу найти не смогли, пришлось делать. На тот момент мы были первыми, на следующий год в нашем городе было уже 10 таких классов, открылось 10 классов. И для нас это был показатель, что мы вовремя начали, потому что начался этап такой бешеной профанации на рынке, когда все, кому не лень, стали классы открывать. И мы начали понимать и сравнивая эти классы, понимать, за что мы на самом деле держимся, что для нас на самом деле важно. Но здесь опять же мы думаем про цели. У меня не было цели вот этот класс просто сохранить и учить его дальше. У меня была цель сделать новую образовательную историю. Историю для поколения детей. Историю, в которой будет несколько классов обязательно. Я не очень верю в то, что дети одного возраста, одного класса могут эффективно, без кризисов, как-то с пользой, прожить эту. Чем больше мы детей добавляем разного возраста, когда мы делаем это большое сообщество, мне кажется, что у этой истории больше шансов выжить в итоге.
являюсь царем. Так раньше говорили, аз есть царь. Но в процессе того, когда наш язык становился все более-менее современным, некоторые глаголы язык воспринимает как уже ненужный, но и так понятно. Когда мы с вами говорим «впереди красный», наш мозг в глубине своей, что он впереди красный свет светофора находится. Наш мозг все равно подставляет какое-то действие. И вот нам нужно это осознавать, что русский язык это не какая-то махина, которая стоит и не двигается. Он Я все равно представляю меняется. себе, что впереди меняется, То есть всегда, когда я думаю об образовательном процессе, я всегда держу в голове портрет выпускника, того ребенка в 9 или в 11 классе, который выпустится. Методика. Когда мы выстраиваем школу, то очень сложно в самом начале выбрать методики, по которым можно работать. То есть мы выстраивали как? Мы прописали то, чего мы не хотим видеть в школе. Да? Мы на самом деле делали школу не потому, что мы ее хотим делать, мы делали школу, потому что мы не хотим отдавать детей в государственные школы. Поэтому прописали то, чего мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть большие классы. Мы не хотим видеть одну бедную учительницу, которая занимается всем-всем-всем, проверяет все тетради, занимается всеми уроками, всеми предметами, с утра до ночи, ведет продленку, все-все на свете. Да? И мы хотели, чтобы у детей было как можно больше возможностей. Вот наша школа, она про возможности. У нас 2 серьезных задачи в школе. Первое – это научить детей учиться, и второе – это чтобы дети взяли на себя ответственность за свою учебу. Вот имея вот эти 2 составляющие, ребенок добьется того, чего он хочет в жизни, на мой взгляд. И вот, наверное, задача школы, чтобы у нас на выходе были уверенные в себе дети, счастливые дети, дети, которые вообще вкусили кайф и счастье от образовательного процесса. Чтобы для них образование было не галочкой, не оценочкой, а чтобы для них это было, ну круто, я разберусь сейчас, ну вот здорово, ура, что-то новенькое, я приду опять к новенькому. Когда ребенок говорит не хочу, я понимаю, что где-то что-то сломалось. Надо отматывать назад, искать причину и устранять эту поломку. Когда они говорят «Ура! Здорово! Сейчас будет что-то новое, интересное», и когда они начинают вот работать, и я прям слышу иногда этот скрип мозгов, этот шорох, вот прям этот их взгляд, который вот никуда, который в глубину. Вот это самое чудесное. Однажды корабль по морю плыл, и Миллиотти он имя носил. Штормило море за кормой, вы пойте, ребята, со мной. Веллеры нам за наш труд и чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, а там раздолье будет нам. И вот в один прекрасный миг корабль южный кит настиг. Тогда поклялся капитан, поймает он кита. Веллеры нам за наш труд и чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, а там раздолье будет нам. А южный кит, набравший сил, своим хвостом корабль обвил. Кита задели гарпуном, и он нырнул на дно. Веллеры нам за наш труд и чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, а там раздолье будет нам. А капитан кита громаду хотел поймать не за награду. Он китобоев кредо чтил и на буксир китом взят был. Веллеры нам за наш труд и чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, а там раздолье будет нам. За 40 или больше дней тащил корабль он все сильней. Уж лодки все на дне морском, а киту все нипочем.
Веллеры нам за наш труд и чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, а там раздолье будет нам. Я слышу, битва все кипит, не порван трос, не отпущен кит. От Веллеров сигнал дают, победы китобоев ждут. Веллеры нам за наш труд и чай, и сахар, и ром пришлют. Сделаем дело, а там раздолье будет нам. Дальше возникла история. Если нет одной учительницы, их должно быть много. И я взяла отдельную учительницу под математику, под русский, под окружающий мир и проекты и так далее. Получилось, что у нас есть 1 и 2 классы, это было около 25 детей, но у них было очень много взрослых в работе с ними. Дальше классы увеличивались, но школа росла, конечно, в геометрической прогрессии. Мы ушли от проблемы одной учительницы. Получилось, что с детьми работает несколько педагогов. Первое, что вы спросите, наверное, это финансовая часть вопроса. Да? Задача школы была не уйти в убыток. И родительских взносов хватало на зарплаты педагогам и аренду. Как будто по ступенькам все выше и вперед. Ир, настроила? И с детства постепенно Там нас правда пыльца, она прям кружочками. ведет. И скоро у порога решать, куда шагнуть. А нас позвал в дорогу далекий личный путь. Давайте сначала. Нас ночь тревожит с нами волшебными почти. Мы катимся на санках по Млечному пути. И поздно немного, и ветер хлещет в грудь. Зовет дорогу Далекий Млечный путь. Все педагоги у меня имеют право выбирать учебные пособия и программы, по которым они будут работать. То есть это очень творческая атмосфера, когда у педагога есть ответственность и свобода выбора, он работает совсем по-другому. Взрослый, который берет на себя риски, берет на себя ответственность, и который имеет свободу делать уроки так, как ему нравится, он на этой энергии едет дальше. Следующий момент. Если у нас возникает сложность с каким-то ребенком, какая-то проблема, какая-то, может быть, конфликтная ситуация, или мы видим, что ребенку где-то сложно, мы собираем мини-педсовет из всех этих учителей. Обычно все вот эти ситуации решаются очень быстро, за 5 минут, потому что у кого-то этой проблемы нет, и тогда мы спрашиваем, а что же ты делаешь? А я придумала вот такую историю, и мы ее быстро-быстро во все уроки внедряем. Или, а мне это по-другому, потому что этот ребенок сидит вот с этим рядом, и вот этот второй его сильно структурирует. И мы тоже берем в работу вот эти вот лайфхаки. Получается, что каждый педагог чувствует большую поддержку прямо по плечу команды рядом.
начиная с 1-2 класса, уже вот это мне очень близок предметный подход, на что вы ввели сразу учителей-предметников. Очень сложно сделать было бы такое в одних руках, ну, практически невозможно. А команда это перекрывает очень хорошо. Школу мы начали выстраивать от того, что мы не хотим в ней видеть, но постепенно мы обозначили на самом деле стратегию развития школы. Первым пунктом это был портрет выпускника. Мы прям прописали того ребеночка, вот прям с глазами, с ушами, вот прям какого мы хотим видеть, каким бы он выпустился, что бы он умел делать, как бы он выглядел. И дальше под это каким-то образом к нам стали приходить коллеги, какие-то обучающие курсы. И в итоге мы вышли на то, что мы взяли за основу коллективное обучение. Это обучение, когда дети учатся в командах, в двойках или в четверках, когда каждый урок это мини-тренинг, когда на каждом уроке мы даем детям не только знания, мы детей учим и развиваем в них навыки. И здесь мы опираемся на концепцию 4К. Концепция называется «Навыки будущего». К – это критическое мышление, креативное мышление, коллаборация, сотрудничество и коммуникация. Наша задача, чтобы каждый урок, вот у педагога есть 45 минут, чтобы за это время она не только дала детям новую информацию, новые знания, но чтобы они с этой информацией, с этими знаниями поработали так, чтобы развивались вот эти навыки. Даже если по 1, по 2, по 3 минуты каждый урок будет на развитие, направлено на развитие одного из этих навыков, в конце, по окончании 11 лет учебы, ребенок будет уже уметь многое, он будет успешен, уверен в себе, знать, что хочет, знать, что ему интересно. Вот, это для нас самое главное. Но поскольку школа росла быстро, к нам приходило много детей со стороны, приходило много детей из других школ. И в какой-то момент я была уверена, да, что наша вот эта атмосфера сотрудничества, атмосфера заботы поможет адаптироваться у нас каждому ребенку. Но в конце концов пришло понимание, что даже если ребенок очень хочет, и даже если у нас есть на это ресурсы, но у семьи другое понимание процесса, у семьи другие установки, другие ценности, то в конце концов мы упремся в какую-то стену, и у нас ничего не получится. Когда к нам приходят родители со стороны, я встречаю каждую семью сама. Вот прям 2 часа своего рабочего времени я трачу на каждую семью. Потому что для меня это не трата времени, для меня это инвестиция. Вот прямо сейчас я понимаю, что мы столкнемся с ними, своими понятиями, своими ценностями, и вот здесь будет понятно, нам стоит идти дальше вместе. Или семья все же про другое. Да, родитель, когда выбирает школу, на самом деле не часто задумывается, зачем ему эта школа. Я их всегда их об этом спрашиваю, чтобы они для себя сформулировали этот запрос. Да. Одно дело перед государством галочку поставить, да. А другое дело как бы или реально. все учатся, я учусь, да? Все
вроде бы ищут хорошую школу, я тоже хочу хорошую школу, я к вам пришел. Нет, я все время прошу их ответить, если это сложно ответить мне, хотя бы для себя. Школа – это жизнь, это эпоха. И я знаю, насколько она длинная в жизни человека. Вот взрослые годы, они проскакивают. Раз. А эти годы, вот эти 10-11 лет, это счастье, когда они идут медленно и со вкусом. Но ведь скажите, ни один директор вообще-то школы не проводит личные встречи с родителями. Я провожу экскурсию по школе сначала, и мы с ними заходим в каждый кабинет. Во время уроков прям никто не стесняется. Заходим и видим, как оно есть. Они видят, что я открытая, что я спокойная. Прям честно показываю, что у нас есть. Я честно задаю вопрос: вы что ищете? Вот как? И через диалог, через столкновение в итоге получается, что мы выясняем, подходим мы друг к другу или нет. Иногда бывает, что семья берет какое-то время на обдумывание и приходит ко мне через несколько дней и говорит: да, мы решили, что мы будем пробовать. А кто такой веселый, не плачет, не ревет? Да это ж наша лялечка танцует и поет. Тррр-я-хо! Лялечка! Хоп-хоп, хей! Кто у нас проснулся, ножками затопал? Кто такой хороший, маленький такой? Розовые щечки, мягкие кудряшки, с радостной улыбкой машет всем рукой. Тыц-тыц, стоп-топ, все вокруг гудит. Лялечка танцует, а лялечка не спит. Топ-топ, тыц-тыц и наоборот. А лялечка танцует, а лялечка поет. Лялечку на месте удержать не сможем, даже если дождик целый день идет. Спряталась собака, киса под диваном, только наша лялечка всех найдет. Тыц-тыц, стоп-топ, все вокруг гудит. Лялечка танцует, а лялечка не спит. Топ-топ, тыц-тыц и наоборот. А лялечка танцует, а лялечка поет. Да, отлично, все молодцы. Так, ну что, а теперь самый сложный. Было время, когда мы после вот такой индивидуальной встречи с директором мы делали диагностику ребенка индивидуальную по навыкам и академическим знаниям и по, например, психологической готовности. Потом мы поняли, что эта история может давать погрешности, и перешли к следующей. Мы теперь делаем пробные недели, и я настраиваю родителей, что это будет как минимум 2 пробные недели. К нам ребенок приходит, поселяется в класс, мы его обеспечим учебниками, пособиями и так далее, и делаем вид, как будто он у нас был здесь всегда. И таким образом потихонечку, первые дня 3, наверное, у него просто шок, что так может быть, да. Потом он успокаивается, стресс проходит, и 2-я неделя, она совсем показательной становится. Он расслабляется, и уже он успевает подружиться, или если у него есть какие-то сложности, то мы эти проблемы, эти сложности видим. И спустя вот эти 2 недели мы их анализируем вместе с педагогами и принимаем решение, можем ли мы взять на себя ответственность учить этого ребенка дальше. Родители, которые понимают, что его могут не взять в эту школу, совсем по-другому к этой школе потом относятся. А ситуация, когда приходят к нам родители с потребительской позицией, с позицией, что я вам заплатил деньги и не хочу участвовать в процессе, мы с такими семьями не работаем. Мы проводим очень много работы с родителями, мы проводим много собраний, у нас есть завтраки с директором, завтраки с психологом. И родительские собрания даже в самом начале мы проводим прям несколько раз в год. Перед тем, как прийти в 1 класс,
родитель попадает к нам на несколько родительских собраний. Причем иногда мы их проводим также в командной работе, мы их сажаем четверками. И у нас была удивительная история, когда мы на одном собрании прогнали все конфликты ситуации прошлого года. Мы хотели, чтобы у нас эти ситуации больше не повторились, и с родителями, которые к нам приходят на следующий учебный год, мы прям их посадили четверками, раздали им кейсы, и родители генерировали ответы или варианты решения вот именно этих проблемных ситуаций. Потом они в команде поработали, вышли с ответами. Мы, как педагоги, относясь к детям, как-то их скорректировали, потом все написали рефлексию, и родители, проработав эти конфликтные ситуации, уже их не допустят никогда. И вот после этого, вот этот год сейчас мы живем очень спокойно, очень продуктивно, прям в сотрудничестве друг с другом. Приняли решение в прошлом году, и мы не продлили договора на вот этот учебный год с несколькими семьями, с теми, чьих родителей мы почти не видели. Или когда у нас есть сложность с ребенком, и мы что-то делаем здесь в школе, но что-то просим делать детей дома в поддержку, это не делается. В конце концов, если родитель не вовлечен в образовательный процесс, то у ребенка учебная мотивация снижается очень сильно. К подростковому возрасту это точно будет ребенок, с которым очень сложно работать. К нам пришла одна мама, у нее 3 детей, привела к нам своего среднего ребенка и говорит, что у нас с мужем такая позиция, мы бизнесмены, у нас такая позиция, что мы никогда не участвуем в учебном процессе. Хорошо, мы его протестировали, а у него 4-5 в личном деле. Мы его протестировали, а у него там 2-3. Родители в позиции, что они не участвуют в процессе обучения. Когда они пришли к нам в школу, я опять показала им экскурсию, провела экскурсию, показала всю школу, мы зашли во все кабинеты. И в конце концов я сказала, что в нашей школе родители активно участвуют в жизни школы, и они вовлечены в процесс. Ну как вовлечены? Уроки делать с детьми нельзя, нет. Но когда ребенок приходит из школы, нужно спросить, что там было, как ты себя чувствуешь, вообще поговорить с ним. Когда на пробной неделе у нас был этот ребенок, и как раз была замена, когда есть замена, то прихожу всегда я решаю с детьми задачки на критическое мышление, мы делаем упражнения на креативное мышление. И была у нас очень интересное задание на такое развитие читательской грамотности. И мне так хотелось, чтобы дети, вот прямо они почувствовали вот этот вкус, и чтобы они эту задачку принесли домой родителям. И все забрали с собой эти бумажки, понесли домой. А этот ребенок сказал: да нет, они у меня все равно ничего не спросят. И когда у нас прошло 2 недели, я встречалась с родителями, я сказала, что вот так и так мы с ним работать дальше не сможем, если вот это вот вовлечение вашего в процесс не будет.
Прошло, наверное, дня 3. Мама позвонила и сказала, я все поняла. Она даже сказала, что я ни разу не ездила с детьми ни на какую экскурсию. Можно я с вами поеду? И мы договорились, что мы возьмем его в школу. Я сказала, хорошо, раз вы занимаетесь бизнесом, он в этой тематике, я заключу с ним договор. Есть ответственность школы, есть ответственность ребенка. Я прописала, мы прям с ним вместе сели, мы с тобой заключаем договор, ответственность школы, что я предоставляю профессиональных педагогов, я предоставляю безопасную, интересную обстановку, атмосферу, мероприятия и так далее. И мы следим за тем, чтобы выполнялись правила школы. Твоя ответственность – ходить в школу, делать уроки, быть активным на уроках, быть вовлеченным. Если ты чего-то не знаешь, какие-то темы не помнишь или пропустил, ты должен про это рассказать педагогам и договориться с ними об индивидуальных занятиях. Подписали, поставили даже подпись, печать, все, вот с этим документом он пришел домой к папе-бизнесмену, все, папа вовлекся в этот процесс. Сейчас прошло 3 месяца. У нас есть такая история в школе, что в конце каждого месяца у нас награждаются дети специальным призом. Есть, для школы ценность – это прилагать усилия. Да, мы не награждаем тех, кто учится на все 5, допустим, да, хотя про них отдельная история. Мы награждаем детей за то, что они делают сверхусилия. У нас есть такая тема превосходства над самим собой вчерашним. Вот если ты сегодня круче что-то делаешь, чем вчера, или ты сегодня смог больше, смог лучше, смог, эффективнее, то вот это все отмечается. На самом деле и дети это видят, и педагоги это видят. И сам ребенок в рефлексии, который у нас всегда с фразой «раньше я думал, теперь я знаю» в конце каждого урока, он в этой рефлексии тоже видит свой этот прогресс. И вот в конце месяца у нас эта ценность вышла на драгоценность. В конце каждого месяца я награждаю детей драгоценностями. Но для них драгоценности – это минералы. Допустим, у нас месяц аметистов. И те, кто сделал сверхусилия, они получают аметисты. Но вот сейчас этот ребенок через 3 месяца, он у нас кандидат на то, чтобы получить аметисты. Ему очень сложно, да, он пришел в 5 класс. Он 4 года учился в обычной школе, плюс репетиторы, много было репетиторов, он с ними делал домашние задания. А репетиторы – это значит много контроля, это значит отсутствие вообще самостоятельности и ответственности за себя, за свою учебу. Здесь, благодаря вот этим нашим маленьким шажкам, благодаря тому, что вовлеклись родители, благодаря тому, что мы подписали такой договор, да, и он уже спустился в свои понятия своей семьи, благодаря тому, что мы здесь в школе начали отмечать его успехи. Постепенно, вот за 3 месяца случился такой прогресс. В нашей школе нет оценок. В начальной школе особенно нет оценок, вот прям текущих. Мы ставим оценки только за контрольные, за самостоятельные, проверочные работы. У нас задача как можно дольше сохранить в детях внутреннюю мотивацию, как можно дольше
Вот они приходят в 1 класс, они очень хотят учиться, да? Вот сохранить в них это. У нас есть зачетные книжки. В зачетной книжке отмечаются основные работы детей, контрольные, самостоятельные. И здесь есть даты и подпись учителя. Дата – это какая-то работа, это может быть домашняя работа или это номер упражнения. Можно потом сделать? Суть звезды-то была в том, что они успели сделать больше, чем все остальные. Хотя от них этого никто не требовал. У меня 3 звезды. И здесь есть не оценка, а есть подпись учителя. Смотрите, если нет, допустим, подписи учителя, означает, что эта работа не сделана. У нас это называется конф. Конь не валялся, мы это. Если у нас 3 конва, 3 раза конь не валялся здесь, что это означает? Ну, то есть мы могли поставить 2 за домашку и отправить его, да? Но это означает, что ребенок не отработал какой-то навык. Если это про русский, про математику, это прямо очень критично, да? Ребенок не отработал навык, это значит, что у него будут пробелы где-то, и плюс работа в классе уже будет не столь эффективной. Но вот у нас сидит 4, да? И если они все в теме, то это будет прям мощное прибавление за этот урок. Если кто-то ничего не помнит, то мы потратим часть урока на то, чтобы он это вспомнил. Здесь могут быть сбумы. Сбумы – это «скоро будешь молодец». Это значит, что работа сделана, но в этой работе есть ошибки. И нужно сделать работу над ошибками. То есть это очень качественная история, направленная именно на процесс обучения, а не на то, чтобы поставить внешние оценки, снять с себя ответственность и отправить их куда-то. Долги – это когда есть вот эти вот кони, которые не валяются, и у детей есть возможность закрыть все эти долги до ближайших каникул. У нас много активных детей, много спортсменов, много танцоров, певцов, да? Поэтому они имеют право вот эту домашнюю свою работу подстраивать под свой домашний ритм. Допустим, если мы задаем 5 упражнений, например, на дом на этой неделе, он может их не делать, если у него много тренировок, но за выходные он их должен сделать. И тогда он, не как все дети, он чуть-чуть попозже, но он получит эти свои подписи. Это очень сложный процесс, очень. Вот эта вся настройка. Было бы здорово поставить 2, 3 и отправить их, все. Но вот добиться вот этой ответственности, добиться самостоятельности. Но когда в конце ты получаешь аметист за то, что ты все свои сбумы и конвы превратил в подписи, вот они прям растут, мужают, они становятся уверенными в себе. Вот так вот, мы получаем простой аромат, да? У нас повторяется одна и та же партия. Здесь надо подумать, как, смотрите, Ксения разделила в данном случае на ручки и ножки, все это дело, на кулачки. Вот так. Например, да? Лукас, постучи нам, давай. Око. Ну вот я не соглашусь с тобой. Кто еще? Молодцы, уже хорошо. У нас вот тут должна быть немножечко, помнишь, если споткнулась и упала, ямочка. Есть дети, которые уже умеют учиться, те дети, которым легко учиться, которые вот есть в обычной школе, у них были бы все 5, да? Что с ними делать? Здесь для меня точка роста, как для директора. Для меня важно каждому ребенку дать возможности получить более глубокие знания по этим предметам. Но есть класс, да, и здесь мы несколько ограничены в этом. Что мы придумали?
мы даем таким детям возможность разбираться в более сложных задачах или решать более сложные, там, не знаю, примеры, творческие задания и так далее. Часть это может быть на уроке. Например, эти дети быстро сделали задание, у них осталось время, им дают какие-то олимпиадные задачки. Мы даем домашнее задание, обычное для всех, и говорим, а вот здесь вот это задание со звездочкой, оно на выбор. Вы его можете делать, можете не делать. Но если вы его делаете, то за это ребенок получает звездочку вот сюда в зачетку. Угу. Сейчас, мне кажется, вот в наш вот этот век гаджетов, когда дофамин можно получить очень быстро от гаджетов, да, этим сложно пройти вот этот длинный путь, в конце которого они получат кайф, удовольствие от решения сложной задачи. Им всем нужен приз в конце, им всем нужно признание, им нужно выйти на сцену и словить аплодисменты от всех, и услышать, что все кричат «Молодец, мы тобой гордимся». Но вот чтобы признание их усилий случилось, вот порой нужно пройти вот такой сложный путь. Пела мама рядом, было все впереди. Лето пролетало, начинались дожди. Слишком быстро опускался вечер и кончался пломбир. Я смотрел на то, как изменяется мир. Слишком быстро. Куда летит время? Куда летят мысли? О чем стучит сердце в груди? Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Лети, лети, лети. О, далеко, высоко, далеко. О, далеко, высоко, далеко. Для меня, как для директора, конечно, задача со звездочкой сделать так, чтобы вот эти разные мотивационные истории работали. И каждый раз, каждый год новая история у нас возникает, новую историю мы придумываем под новых детей, под новые обстоятельства. И прям задача нашей школы, чтобы ребенок, попадая сюда, вот прям чувствовал, чтобы это витало в воздухе, что учиться это круто, что работать это круто, что прилагать усилия это здорово. Классно. Классно, когда ребенок чувствует, что он может быть услышан. Какие сложности обычно бывают при переходе от начальной школы в среднюю? Это новые предметы, да, много новых предметов, это много вдруг новых учителей. Ну, собственно, все. Может быть, Это еще всё, кабинетная да. система, что мы тут ходим. Да. Но это как И бы... кабинетная система, да. У нас получается, что много учителей уже есть у ребенка с 1 класса. Он привыкает к тому, что у него много взрослых, много разных взрослых, и эта история его сильно обогащает. У него много опыта взаимодействия с разными взрослыми, начиная с 1 класса. В 5 классе для него нет никакой разницы. Более того, у нас есть педагоги, которые, допустим, ведут русский язык, начиная с 3 класса по 6. У него сохраняется та же самая учительница. Какие-то меняются, допустим, математика, да, в 4 классе учительница была одна, в 5 классе будет другая. Но какие-то учителя у него остаются. Та же самая столярка. Кто у тебя был столяр в начальной школе, тот же и останется в среднем звене.
Если мы говорим про новые разные предметы, у наших детей много предметов, начиная с 1 класса. У нас есть столярка, программирование, у нас есть театр, психология, это предмет с 1 класса, обязательный урок раз в неделю. Это шахматы, каллиграфия, английский язык в расписании, французский и китайский дополнительно можно брать. То есть у детей очень много уроков, и в конце концов, когда они переходят в 5 класс, у них, допустим, вместо кулинарии у них встает география. Или вместо шахмат у них появляется урок биология. То есть объем предметов не сильно увеличивается. Я вот смотрела, что сейчас у нас в начальной школе по 5 уроков каждый день. В 6 классе это 5 или 6, не так много. И мы, поскольку частные школы могут регулировать ассортимент уроков, да, мы не делаем те уроки, которые считаем бесполезными, что ли, да. Да, допустим, есть в школе предмет технологии, в обычной школе, да, у нас есть столярка, у нас есть робототехника, у нас есть кулинарные классы. Такой предмет, как технология, здесь он нам, собственно, не нужен. На флажок. А мы расписали для всех примерно одинаковые картины. Так. Ну вот так надо. Просто нажимаю. И так мы подошли не только к тому, чтобы отсеять предметы, которые нам не очень нравятся. У нас есть предметы, которые нам кажутся важными, но которых нет в государственной программе, но мы их вводим. Допустим, у нас есть уроки психологии с 1 класса. И, на мой взгляд, это самый важный вообще урок, который должен быть. Потому что ребенку нужно понять, да, чему мы учим. Мы учим понимать себя, понимать свои эмоции, свои интересы. Потом мы учим ребенка взаимодействовать друг с другом. То есть у нас уроки психологии, они, как правило, подкрепляют то, что происходит в школе. И вот эти вот такие очень тонкие моменты, которые в конце концов влияют на ответственность, на осознанность ребенка. Помимо психологии, что у нас еще есть? У нас есть каллиграфия, есть театр. Это сдвоенный урок в неделю. Он не только для того, чтобы дети ставили спектакли и ставили какие-то концерты, хотя они у нас крутые, и мы невероятно этим гордимся. И каждый ребенок растет и прибавляет очень заметно. Но они для того, чтобы развивать креативное мышление, для того, чтобы работать в команде, работать вот все вместе. Коллаборация, да, чтобы учиться владеть своим телом. И вот театр, да, такой предмет, который мы очень любим, который развивает много всего в ребенке. Мы иногда проектируем уроки вместе с родителями. Классы же все очень разные, и я вижу, например, что какой-то класс, прям очень интересные дети, которые всегда задают очень много вопросов. И я собираюсь с родителями и говорю: слушайте, они уже готовы, они готовы погружаться в науку, но химия будет 7 класса и физика тоже. Потом давайте им сейчас уже что-то дадим. И мы прям под конкретных детей проектируем курс. И у нас таким образом был курс науки. Или мы берем, поскольку у нас авиаград, мы без самолетов и ракет никуда, у нас полгода было про самолеты, про ракеты. И они понимают взаимосвязь, и когда это будет уже в программе, уже эта информация ему поможет усваивать. Всякую ночь с нуля делает круг земля, тихо вращает шар старый гончар.
щурясь на рыжий свет древнего ночника, глиняный мнет брикет в теплых руках. И, улыбаясь вновь в бороду облаков, и не сбивая такт, шепчет: да будет так. Ярмарка. Есть у нас рождественская ярмарка, она всегда проходит в середине декабря. Для меня это не совсем экономическая история. Для меня это мощное событие детско-родительского сообщества. Так происходит, что либо мы в школе ставим спектакли, либо мы какие-то проводим события, но это делает педагогический состав обычно, да, и дети. Но мне хотелось, чтобы хотя бы раз в год было мощное событие, которое делают родители. Родители вовлекаются и делают, они на самом деле самореализуются. И у нас здесь происходят просто невероятные вещи. Я отдаю каждый кабинет по какому-то классу. И мы выбираем каждый год тему ярмарки. В этом году это были учреждения умного города, где-то у нас был аэропорт, где-то wellness-центр, где-то типа ЦУМа с катком и с продажей товаров. И родители, придумывая локацию, генерят столько удивительных идей, что вот мы приходим, просто диву даемся, как это все интересно. Есть, конечно, дети, которые говорят: я вот сейчас вот это вот делаю, вот эти значки, допустим, и я хочу лично заработать деньги. Вот это мы можем сделать, но потом, говорю я, потом. Ярмарка – это про другое. Ярмарка – это мероприятие, это событие, которое делает сообщество, и мы делаем это все с одной целью. И эту цель мы выбираем обычно заранее. Несколько лет назад у нас это была тихая комната с релаксационным оборудованием. Мы на нее заработали, мы ее сделали. Потом это был скалодром, вот, который висит в коридоре. В этом году, вот я чувствую, да, что там дети хотят. Вот они прям сетки под потолком, откуда эта идея возникла. И я нашла фотографию вот этой сетки, я им показала, что вот если мы заработаем много денег, то это будет вот так вот. Если мы заработаем мало, то это будет вот такой гамак. Но на гамак-то мы точно заработаем. Поэтому вся школа и все родители жили вот этой идеей. Было очень много творчества, очень много необычных идей. Ну, допустим, кто-то из родителей приносит велосипед, ты крутишь педали, от этого у тебя крутится блендер, взбивая фрукты и делая коктейли. И они продают эти коктейли. Кто-то из родителей, оказывается, держит дома лягушек, каких-то ящериц, и они делают такой мини-зоопарк и рассказывают, да, и там продают билеты в этот зоопарк, допустим. Интересно, что родители это делают по секрету. Вот они закрывают двери, и каждый класс здесь шуршит, вот что-то делает. Однажды мы зашли в класс, я смотрю, там потолок посередине разобран, и оттуда висят юбка и платье Алиса. Это была Алиса в стране чудес. Вот так они придумали это. А сюда я зашла в этот класс в этом году, и здесь стояла огромная 3-метровая ель, вот прям как у нас в Советском Союзе это было, украшенная мандаринами и конфетами. И это какое-то такое вот невероятное событие. Мы его проживаем потом очень долго, оно оставляет просто неизгладимое впечатление, и у взрослых, кстати, тоже. Основная работа директора, на мой взгляд, это быть мотиватором, быть вдохновителем для педагогов и дальше уже для детей. Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно небо, верь. Любовь осветила здесь и сейчас просыпается сила, верь. Единому Богу верь, нас уже много, верь. Маме и папе, что есть океан, если не множество капель.
Прошлое прошло и не держи, будущее только миражи. Все вокруг танцует, только пой. Да неси любовь, не расплескай, все, что уходит, отпускай. Главное останется с тобой. Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно небо, верь. Любовь осветила здесь и сейчас, просыпается сила, верь. Единому Богу верь, нас уже много, верь. Маме и папе, что есть океане, слили множество капель, верь. Одна из самых интересных историй в нашей школе – это поездки. Я в самом начале, когда у нас был 1-2 класс, когда я еще была таким молоденьким директором школы, свеженьким, я училась на курсе в Сколково, «Управляй школой». Прекрасный совершенно курс, и меня тогда поразила одна небольшая история, что начиная с 16 века все аристократические семьи отправляли своих детей учиться в культурные города. И сам даже вот этот процесс поездки сильно менял людей, сильно менял детей. Это и про самостоятельность, про ответственность, про осознанность. Это расширение сознания. Да, расширение сознания, да, понимание, что ты человек мира. И в мире другие порядки, не такие, как у себя дома, Да. и другой способ проживания, и с этим столкнуться можно на каждом шагу. Да. И мне хотелось очень быстро реализовать это у нас в школе. Но у нас же были только маленькие дети, 1-2 класс, куда их сильно провезешь-то. Я сказала родителям, нам уже надо учиться. Я забирала детей на каникулы на 3 дня в соседний санаторий. 15 минут езды от нас. Вот сейчас, несмотря на то, что школа молодая, да, самый старший это 6 класс, но уже у нас в запасе прям много городов, которые мы посетили. Мы в этом году ездили в Питер на 3 дня, путешествуя там на электричках. У нас там был, конечно, еще автобус школьный, посещали Царско-сельский лицей. До этого у нас был Ярославль, тоже 3 дня, прям изучение города, активного с утра до вечера, с большим количеством экскурсий, разных мастер-классов. Вот сейчас мы планируем поездку в Кострому. Была чудесная поездка в Коломну, там вообще все в центре города, все вот эти прям все пешочком, все прекрасно. Вот. И это такая тоже смелость моя, брать много детей и вести их, потому что я верю в детей, я верю в то, что все будет прекрасно. Но плюс это вера родителей, да. Как только родители спокойны, уверены, отдают детей даже без мобильных телефонов, все. Вообще самое главное это отношения, да, в школе. Как только мы настроили доверительные отношения, даже учить ребенка, не настроив с ним отношения, невозможно. Либо мы доверяем школе и доверяем этим педагогам, либо мы все время сомневаемся. Но в первом случае ребенок в школе раскроется, во втором случае он будет все время оглядываться. Что скажет мама? Он где-то обязательно не доработает. Поэтому вот эта вот настройка очень тонкая, видите, все очень взаимосвязано в школе. И будет да, и будет нет, и будет тьма, и будет свет. Никто не знает, что нас ждет. Я могу сказать тебе одно: когда земля уходит из-под ног, держись за небо крепче, все пройдет. Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно небо, верь. Любовь осветила здесь и сейчас, просыпается сила, верь. Единому Богу верь, нас уже много, верь. Маме и папе, что есть океане, слили множество